Всех приветствую! По просьбе зрителей решил снять продолжение к моему видеоролику «Как сделать рулевое управление в лодку ПВХ». Здесь более подробно расскажу про рулевую консоль, ну еще парочку деталей. Ссылку на видео про рулевое управление оставлю под описанием к этому видео. Коротенький круговой видеообзор консоли, и далее будем разбирать ее устройство более детально. Столик для лодки, на него прикручен игровой руль, это ручка газа, эхолот, и сюда был установлен тахометр, сейчас он установлен на лодочном моторе, не стал его снимать. Между столиком и баллоном оставил так небольшой зазор, это сделано для того, чтобы было легче снимать и устанавливать столик на лодку. Габариты столика 51 сантиметр на 22 сантиметра. Его ширина делалась просто под игровой руль. Столик я делал из расчета, чтобы здесь было пространство для того, чтобы можно было ходить спокойно. Здесь получается где-то 37 сантиметров я оставил. Мне этого вполне достаточно. Я снял столик с лодки, более детально покажу, как он сделан. Два куска фанеры. Здесь сделаны вырезы под баллон лодки. Сверху прибита доска, обтянутая винилом. Полочка для аккумулятора еще служит как усилитель. Высота столика 29 сантиметров. До полочки аккумулятора 15 сантиметров. И по поводу эхолота. Так это все подключалось. Здесь стоит аккумулятор полочки. Эти шнуры лежали между столиком и баллоном. Это датчик. Он уже шел, устанавливался на свое место. Вот так он выглядит снизу. Здесь прикручен деревянный брусок и крепление, которое уже крепит столик непосредственно к лодке. Здесь просверлены отверстия для саморезов. Эти саморезы держат саму крышку руля. Теперь рассмотрим более подробно игровой руль и как устроено само рулевое управление. Сначала разбирается сам руль. Здесь он прикручен саморезами. Это все у меня раскручено заранее. Снимаем руль. И снимаем саму крышку руля. Здесь установлена алюминиевая пластина. Сейчас сюда вставлю тросики и покажу, как работает рулевой редуктор. То есть его сам принцип, написали в комментариях, не совсем понятно. Здесь смотрите, один тросик идет ниже барабана, другой выше барабана. Крутим руль вправо, нижний тросик наматывается на барабанчик, а верхний разматывается. То есть этот тросик, получается, тянет мотор, а этот наоборот разматывается и опускается, чтобы был свободный тросик для поворота мотора. Если будете делать, здесь по центру поставьте жесткую перегородку, так как тросики при намотке и размотке будут перехлестываться между собой. Из-за этого у меня один тросик порвался. Сейчас разберу этот барабан, покажу, как он устроен внутри. Он здесь держится на 4 саморезах. Вот все его устройство. Здесь я одевал металлическую трубку, чтобы тросики не перерезали пластик. Засверливал отверстие. Далее на конце зажимал вот таким фиксатором, чтобы он не выскакивал отсюда. Как-то еще задавали вопрос по поводу ручки газа. Сейчас ее сниму. Здесь двухтросовая система. Этот тросик натягивает, то есть открывает дроссельную заслонку. И здесь просто убираем эти тросики и ставим один такой тросик. То есть тянем ручку вверх, и здесь тянется тросик. Если отпускаем, тросик выходит назад,
Здесь стоит пружина, которая закрывает дроссельную заслонку. То есть дополнительную пружину устанавливать не надо. Сейчас тахометр установлен на моторе, на румпельном управлении. Я удлинял провод тахометра. Здесь запаял соединение. Обязательно запаивайте, скрутка не работает. И вот эту часть просто закрутил за высоковольтный провод, и все отлично работало, показывало. Я как-то начал эту всю систему дорабатывать, укоротил крылышки. Здесь были ролики, я их полностью убрал, то есть сделал, тросики подходят сюда, сразу тянут мотор. Вот это упоры без всяких роликов. Ролики оказались полностью бесполезные. Я думаю, само управление перенести сюда, то есть здесь тросики и будет стоять какой-то барабан. А к рулю будет подсоединяться это все как-то одним тросом. Можно поставить тросик со спидометра или еще-нибудь такой толстый крепкий тросик придумать. Так как в такой конфигурации его сборка-разборка очень долгая, занимает, наверное, примерно час времени, может даже и больше. То есть осенью на рыбалке теряешь много времени. Румпель обязательно нужно оставить, его снимать нежелательно, так как в случае выхода этой всей рулевой системы из строя, чтобы можно было перейти на румпель и спокойно продолжить движение. Здесь как-то можно зажать хомутом, здесь поставить какой-то рычаг, упор для тросика сделать. В общем, как-то так эта система будет выглядеть. Всем спасибо за просмотр. Все свои вопросы задавайте в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Всем пока!